Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас видеть. Наша деятельность и деятельность, вообще говоря, любого учителя, педагога идет как минимум на трех уровнях. Уровень идеологии, это такое мировоззренческое философское основание, уровень технологий и уровень техник, методик, приемов. То есть вот эти все три уровня, они, как говорится, одновременно присутствуют. И иногда даже вот основания нам важнее, чем приемы и технологии, потому что приемчики могут быть переносимые, их можно собирать, они есть. Технологии, их, конечно, меньше, но их тоже можно отбирать определенным образом. Но вот мировоззренческие, основополагающие, так сказать, моменты, принципы, концепции, то есть, чтобы дом строился на песке, чтобы обучение было основополагающим, вот эти вещи, наверное, не достают простому учителю и времени, и сил, поэтому вот на наших курсах мы как раз этому уделяем внимание. Какую проблему, либо вопрос каждый из вас, участников нашего занятия, хотел бы решить? Михалева Александра написала свой вопрос, вернее, свою проблему, наверное. Это возможности использования технологии в своей профессиональной деятельности. То есть, я правильно понимаю, что как бы, вопрос, а есть ли такие возможности, да, если есть, то, значит, какие? Вот еще Александра продолжает. Как организовать эвристическое обучение в группах учителей? Наверное, вот может быть отчасти так, как вот на нашем курсе, но вообще-то говоря, сегодня мы будем рассматривать эвристическое обучение среди учеников, хотя, конечно же, у эвристического обучения есть методы универсальные и для детей, и для взрослых. Наталья Талаева задает такой вопрос для себя, да, как я понимаю. Как выстраивается индивидуальная образовательная траектория? Какие средства и приемы позволяют не совершить педагогических ошибок? Как выстраивается, действительно это важно, это и есть технология, да, эти этапы. Сегодня мы рассмотрим наш вариант, хотя, может быть, это будет не единственный. Я бы Наталье посоветовал бы, вот раз этот вопрос интересен, то немножко усложнить его и углубить, так скажем. То есть, какие варианты этапов этой технологии могут быть. То есть, только те, которые вот я вам приведу в качестве примера, или же, может быть, иные. Это вот первое мое пожелание Наталье. И хотелось бы, чтобы вы, может быть, до конца занятия на этот вопрос ответили. То есть, это, по сути, ваш вопрос, но вот мной немножко конкретизируется. И насчет педагогических ошибок. Здесь понимаете, какая штука? Что такое вообще ошибка? Ведь понятие ошибки, скажем так, относительное. И ошибка это относительно чего-либо. Если у нас, например, цель, скажем, человекосообразного образования, то ошибочным будет не учитывать личность ребенка в его обучении. Это будет педагогической ошибкой. Но если мы выбрали концепцию, допустим, тюремщика, а сегодня есть, кстати, такие и управленцы, и учителя, они, как говорится, вот как с преступниками, можно сказать, даже разговаривают. И даже в ролике такие вот в интернете есть, как действительно с обычными ребятами, которые учатся в колледже, директор этого колледжа разговаривает, а он, оказывается, на самом деле служил в тюрьме, и у него были преступники. И он так вот, и вот теперь стал директором колледжа. И вот так же с ними разговаривает, как с преступниками. Вот, поэтому действительно такое бывает. И вот с точки зрения его концепции, он никаких педагогических ошибок, может быть, не совершает. Он сказал, что вот только табуретка, стул там, никаких компьютеров не должно быть в комнате вашей и так далее. Вот он приводит нормы из тюремной как бы практики, да, и приводит их в образовательном учреждении, куда его поставили начальником. И, в общем-то, с позиции тюремщика он, наверное, педагогических ошибок не совершает, потому что там табуретки даже может прибить к полу, да, чтобы они оттуда не могли их оторвать в случае чего. То есть вот такая жизнь сегодня многообразная. То есть я хочу сказать, что понятие ошибки в любом случае относительно.
Так вот, другие участники, как я понимаю, у нас еще пишут свои цели. Их можно, лучше, конечно, писать сразу вот в этом окошке. И вот для этого сюда и поставили это окошко, где написано «Написать сообщение» и поставить цель, да? Вот. Но если кто-то стесняется слишком сильно, хотя на самом деле странно это делать, потому что мы, как учителя, не только сами должны цели ставить, но и учить этому детей. Вот. И очень странно, если, как говорится, мы затрудняемся, не то, что затрудняемся, затрудняться не странно, а то, что мы даже не пытаемся поставить цель, вот это вот как бы странно, потому что тут тогда вопрос с ключевыми компетенциями педагогическими. То есть, что это, как говорится, какие причины? Не умеем, не знаем, не хотим или что? Вот я вам сейчас скажу, что на самом деле главное должно быть у каждого учителя. Первое, это вот уметь ставить цель. Просто любую, ну, каком-то уровне. Конечно, лучше учиться это делать грамотно и знать типы целей, знать построение формулировок и так далее. Но цель, целеполагание, это первое определяющее профессиональную компетенцию учителя, любого. Второе, он должен уметь задавать вопросы. То же самое, знать, какие вопросы бывают, как их задавать, что нужно сделать, чтобы вопрос был содержательным, чтобы он был интересным, движущимся, чтобы он развивал, обеспечил образование детей, которым, допустим, задается этот вопрос и так далее. То есть умение вот, вопрошания, компетенция вопрошания – это второе ключевое, как говорится, вторая ключевая компетенция учителя. Ну и третье – это рефлексия, то есть умение осознавать, что происходит. То есть выявлять процессы и фиксировать их. Поэтому вот все эти три действия я предлагаю здесь и сейчас на нашем курсе, практически каждое занятие. Но не все еще участники это даже просто пытаются сделать, что вот говорит о их еще потенциале в реализации. Я желаю вам эти вещи как бы все-таки проявлять. То есть можете что угодно, все остальное, так сказать, делать, не делать, отвечать, не отвечать, но вот, пожалуйста, цели надо ставить, вопросы задавать, в рефлексии осознавать. 3 ключевых компетенции вот просто должны быть от винта, понимаете? Тогда вы педагог.